Всем привет, с вами Дип, и в этом видео вы увидите, как я сделал корабль из банок Pepsi. Поехали! Два года назад я сделал танк из банок Кока-Колы. В том видео я купил много колы, вылил ее и сделал собственно танк. В то же время я задумался, а почему бы мне не сделать что-нибудь из банок Pepsi? Только уже не покупать их сразу, а потихоньку накопить. Я понимал, что это, во-первых, процесс не быстрый, а во-вторых, нужно было пить только Pepsi и, следовательно, отказаться от колы. Кстати, а что вы любите больше, Pepsi или колу? Напишите свой ответ в комментариях. 2 года назад я сделал на балконе специальный уголок и в нем начал потихоньку накапливать банки. Также я попросил всех своих друзей и знакомых, чтобы они не выбрасывали банки от Pepsi, а тоже их собирали и после отдавали мне. Если честно, я думал, что накоплю нужное количество банок за пару месяцев, но процесс затянулся. 500 банок я накопил только через 2 года. Ну что же, банки есть, давайте приступать к построению корабля. Первым делом, чтобы банки не наполнялись водой и следовательно не тонули, нужно заклеить каждое отверстие клейкой лентой. Во время игры в World of Warships мне очень понравился линкор Ямато. И поэтому я решил сделать из банок именно его. Берем гнущиеся полипропиленовые трубы и из них собираем каркас. Длина корабля будет 2 метра и 40 сантиметров. Сортируем банки по цвету и после приклеиваем их на каркас. Очень важно, чтобы все было ровно и борта не перекосило. После банками заполняем дно корабля. Далее из полистирола делаем распорки. И на них приклеиваем палубу. Теперь нужно сделать, так сказать, башню корабля. Также обязательно приклеиваем пушки, в точности как у линкора. Ребят, как вы думаете, что будет, если дирижабль атакует подводную лодку? Казалось бы, у подлодки нету шансов, ведь это как птица против рыбы. Дирижаблю просто нужно скинуть бомбы и взорвать подлодку. Вы не поверите, но такая битва произошла во время Второй мировой войны. 18 июля 1943 года американский дирижабль во время патрулирования засек немецкую подлодку. Командир дирижабля понял, что это легкая цель и решил атаковать подлодку. Дирижабль прошел прямо над подлодкой, но механизм сброса бомб заклинило. В этот же момент с подлодки открыли залп. Пули повредили оба двигателя дирижабля и была пробита оболочка с газом. Дирижабль упал в море. Вот такая вот интересная и поучительная история. Вы спросите, откуда у меня эта инфа? Ребят, как вы уже заметили, я стал играть в World of Warships. И там можно не только нагибать на кораблях, но и изучать историю флота, прямо не выходя из клиента игры. Такая мелочь, добавить вот такую иконочку в настройках игры. Но такие мелочи и делают игру гораздо интереснее. Так что переходи по ссылке в описании и присоединяйся. Заодно и бонусы получишь. 1000 дублонов, 1 миллион серебра
Полтора, 30 дней премиума и японский премиальный эсминец Тачибана Лима. Ищи меня среди других командиров под ником Deep Завоеватель, чтобы вместе настреливать вражеские посудины. А мы продолжаем работу над нашим капсикольным линкором. Теперь кораблю нужно сделать двигатель и винты. Двигатель я решил сделать из машинки на пульте управления, которую я использовал для переделки в прошлом видео. Кстати, прошлое видео YouTube заблокировал из-за нарушения авторства на музыку. Позже я это видео перезалью и, как обещал, разыграю непотопляемый гелик. Итак, откручиваем от машинки все ненужные части и после суперклеем проклеиваем все щели, чтобы вода никуда не смогла проникнуть и не залила электронику. Далее снимаем колеса, они нам тоже больше не нужны. Теперь из легкого и тонкого куска металла нужно вырезать лопасти для винта. После нужно правильно эти лопасти согнуть. Винта у нас будет два. Приклеиваем их вместо переднего и заднего колеса. Далее мотор с винтами приклеиваем к корме корабля. Возможно, вы скажете, что для такого огромного корабля это довольно маленькие винты. На самом деле нет. Посмотрите на эти картинки и убедитесь, что винту не нужно быть большим. Главное, чтобы он мог быстро вращаться. Так что такие по размеру винты в самый раз. Ну что же, движок на месте, доделываем корму и корабль готов. Согласитесь, корабль получился очень красивый. Прям вот радует глаз. Он, как вы можете видеть, больше меня, а мой рост 1,80 м. В машину корабль, кстати, еле влез. Приезжаем на речку и спускаем корабль на воду. Ура! Он не развалился и не потонул. Теперь нужно проверить винты. Корабль с включенным двигателем на течении стоит на месте, а все потому, что я не в ту сторону загнул винты, и они тянут корабль назад. Пришлось их немного перегнуть. Вторая попытка. Ставим на течение и ура, корабль поплыл. Теперь давайте поставим корабль против течения. Ну, тут все понятно без лишних слов. Корабль медленно, но верно плывет против течения. Даже я не ожидал. Я думал, что мощности двигателя тупо не хватит. Кстати, посмотреть на наш корабль собралось много людей. Ну что же, ребят, на этом все. Если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк и в комментариях напишите, что еще мне сделать из жестяных банок. Кстати, в прошлом видео я показывал фокус и попросил тех, кто разгадал секрет, написать об этом в комментариях. Итак, победителем становится вот этот парень. Он раньше всех написал секрет. Поздравляю, деньги отправляются тебе. Ну а теперь новый фокус. Кто его разгадает, получит 10 000 рублей. На столе у меня бутылка с водой, а в руках апельсин на палочке. Как же мне поместить апельсин в бутылку? А очень просто. Как вы можете видеть, апельсин действительно находится в бутылке. Если догадались, как я это сделал, то пишите в комментариях. На этом все. Всем пока.